Сегодня мы едем по Средневыборгскому шоссе по направлению к деревне Заполье. Едем мы немного необычно, так сказать, не с той стороны. А произошло это потому, что мы начали свое путешествие не в Санкт-Петербурге, а в Приозерском районе, в поселке Петровском. Вот поэтому мы и подъезжаем к Заполью с севера, со стороны Выборга. Только что миновали край военных, поселок Каменку, и приближаемся к озеру Красавица. Деревня Владимирова. На картах ее еще отмечают как нежилую, однако новые коттеджи говорят об обратном. За деревней проглядывает вытянутое вдоль шоссе на много километров озеро Красавица. Современное Средневыборгское шоссе – это старое финское шоссе Тереоки-Выборг. Узкое и извилистое, оно отражает общую тенденцию прокладки дорог в те далекие годы. Как говорил один знакомый, как мужики телегами накатали. Уже в 30-х годах прошлого века местные жители стали спрямлять шоссе, чтобы уменьшить количество опасных горок и поворотов. Но, похоже, это им удалось лишь частично. Шоссе вошло в лес, асфальт испортился, обочины заросли. Кажется, что это не шоссе на Выборг, а так, дорога местного значения. Обочина заросла так, что на ней, прямо у кромки асфальта, растут уже не маленькие сосы. Однако во всем остальном дорога очень живописная. Дорожный знак предупреждает нас, что мы въехали в деревню Заполье, цель нашего путешествия. С живописного Средневыборгского шоссе мы сворачиваем на местную дорогу, ведущую к деревне. Эта дорога – старый участок шоссе. Новое, спрямленное шоссе прошло западнее деревни. Ворота бывшего пионерлагеря Заполье. Когда-то вместо бетонного заборчика был обычный деревянный штакетник, легко перелезаемый в обе стороны. Впрочем, и этот бетонный забор особой преграды не представляет. Главный вход в лагерь. Подъем от въездных ворот наверх, к центру лагеря. Зимой его заливали водой и устраивали ледяную горку. С какой-то, последней для лагеря зимы, так и остались по краям горки деревянные щиты, отбойники для детских санок. Вид слева от горки, вдали здание клуба, крытый теннисный корт. Справа от входа стоит один из корпусов, это так называемый нижний корпус. Горка обратно вниз, к воротам. Бывшая поилка с питьевой водой. Верхний – летний корпус. Центр лагеря. Бывший плац, трибуна. За плацем виднеется столовая. Плац, флагшток и чаша для малого олимпийского огня. Зарастающие плиты плаца. Флагшток, на котором уже давно не поднимался флаг. Перед плацем на краю горки стоит единственный в лагере каменный корпус. Это старое здание построено финнами в 1938 году для местной народной школы. В эпоху пионерлагеря на первом этаже располагался один из младших отрядов и администрация лагеря. На втором этаже, или правильнее на мансарде, жили девочки старших отрядов, видимо для того, чтобы до них было труднее добраться мальчикам. Поляна между главным корпусом и плацем. Вдали видны информационные стенды. Правее стендов постепенно зарастает бывшая столовая. Новое здание для кружков. Бумажки на окнах. Такое ощущение, что еще вчера здесь были дети. Однако рядом зияют дыры разбитых стекол, и становится понятно, что уже давно здесь никого не было. А это опять верхний, летний корпус, только с другой стороны.
Верхний корпус снизу. Вдали виднеется главный, каменный корпус. Вниз под горку через сосны проглядывает нижний корпус. Вообще территория лагеря была немного диковатой. Никаких асфальтовых дорожек и бетонных поребриков, только сосны и песок. Вид на верхний корпус от нижнего. В столбах еще сохранились лампочки, хотя провода оборваны. Нижний, теплый корпус. Зимой, во время зимних каникул, только в этом, да еще в главном каменном, жили дети. Входим внутрь. Внутри все достаточно чинно и благополучно. Вызывает неподдельное удивление, что местные жители не растащили здания и имущество лагеря по своим участкам, на стройматериалы, так сказать. Здание клуба. Вывески на дверях. Вот так выглядит одно из помещений клуба внутри. Актовый зал. Раньше здесь крутили кино, устраивали концерты и дискотеки. Через окна видна открытая сцена. Днем в хорошую погоду все мероприятия проходили под открытым небом. Бывший зрительный зал. За клубом расположена братская могила советских воинов времен Советско-финской войны 1939-1940 годов. 11 мая 2005 года здесь состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков 25 воинов, обнаруженных поисковым отрядом «Карельский вал». Зарастающее футбольное поле. За футбольным полем почти у самого забора с финских времен сохранился каменный погреб. Знакомство, а вернее прощание с лагерем, закончено. По деревенской улице, которая когда-то была частью шоссе Тереоки-Выборг, мы едем к речке Петлянки, финское название которой Пейпалонjoki. Слева, за забором, проплывает здание детского садика. Он тоже когда-то принадлежал объединению имени Коминтерна. Издали кажется, что садик в порядке. Что там на самом деле, неизвестно. Справа сохранился дом завхоза лагеря, а дальше уже проглядывают современные дачи. Дорога к Петлянке становится все более дикой и заросшей. Даже не верится, что когда-то это было шоссе.
Почти перед самым началом спуска к речке дорога на мгновение выходит на край поля. Отсюда открывается замечательный вид. В низине под пологом деревьев течет петлянка. Дальше перед дальним лесом проходит современное Средневыборгское шоссе. На дереве у небольшой развилки висит указатель правильной дороги к речке. Справа у обочины дороги стоит гранитный столб. Кто-то в давние времена намалевал на столбе крест, и многие поколения пионеров, пугая друг друга, старались поскорее пробежать мимо, принимая его за могилу. А на самом деле это финский верстовой столб, который стоял у края старого, еще не спрямленного шоссе. Дорога дальше к речке. Вот и петлянка. Зарастающий пляж, вдали ржавая раздевалка. Это все, что осталось от пионерлагеря. Здесь у берега когда-то стояла купальня. На левом берегу уже кто-то строит коттедж. Основной природной достопримечательностью финской деревни Пейпала был порог на реке. Это место издавна славилось богатыми уловами окуня, щуки и даже лосося. В конце XIX века на пороге находилась водяная мельница, принадлежавшая Санкт-Петербургскому купцу Пилцу. Однако во время Первой мировой войны, после серьезных поражений русской армии на германском фронте, ползли слухи о том, что русские немцы могут лишиться собственности в Финляндии. Тогда Пилц поспешил продать мельницу Эдварду Кунту, который построил небольшую плотину и электростанцию, дававшую электроэнергию не только новой мельнице, но и всей местности, в том числе и санаторию Халила, ныне Сосновый Бор. Впоследствии электроэнергия стала поступать от новой, мощной электростанции в Иматре, и Кунт в 1930-х годах сделал основной упор на мельницу. Ее производительность возросла настолько, что стало возможным обрабатывать пшеницу не только всей своей волости, но и соседней. 4 мельников посменно обслуживали агрегаты, работавшие без перерыва круглые сутки. Ниже плотины речка широко разливается. Здесь когда-то стояла купальня. Бурные весенние воды каждый год срывали ее с якорей и уносили вниз по течению. Приходилось перед началом летних каникул трактором возвращать ее на место, ремонтировать повреждения, заводить дополнительные тросы крепления. Но на следующую весну можно было начинать все сначала. Вот такая вот сила у небольшой на вид речки. У остатков плотины на правом берегу в большом количестве навально-бетонные и гранитные обломки. Из травы выступают остатки фундамента. Это все, что осталось от строения мельницы. Еще чуть выше по течению и на правом и левом берегах можно заметить остатки быков от некогда существовавшего здесь моста. Здесь через речку Пейпалон-Йоки проходило старое шоссе. Мимо забытого лагеря, мимо воспоминаний детства, мы возвращаемся обратно на Средневыборгское шоссе.